Всем привет! 27 ноября 2022 года. В общем, приехал я на дачу укрыть виноград. Капец, что тут происходит. В общем, привез я дарнит. Немножко еще он закупился. В городе снег есть, но здесь, конечно, капец. Смотрите, что творится. Его так снегом закидало, что есть мысли, может его вообще не укрывать, так и оставить. Думал буквально смести и все, но фиг его знает. Даже камней не найду. Ладно, сейчас что-то будем изобретать. Что выглядело все гораздо ужаснее, но более-менее лопатой это все легко выгребается, кстати. Немножко труда нам прибавило, но ничего страшного, выхода особо нет. Зима пришла внезапно, явно уходить не собирается. Обещают очень высокие, точнее очень низкие температуры, там до минус что-то 16-18, не знаю, поэтому я приехал укрывать. Друзья, хочу порекомендовать вам интересный канал моего соотечественника, друга и соратника Юрия Стражева. Он выращивает виноград в условиях Западной Беларуси в городе Лида, Гродненской области, и делится этим в своих видео. Канал Юрий Стражев, ссылка в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, жмите колокольчик и передавайте от меня привет. Ну что, вроде бы разгреблись. В общем, не стал показывать весь процесс, скучно и нудно достаточно было. Это старый дарнит, он довольно у меня жесткий, плотный. Он неустойчивый к ультрафиолету, хотя ему уже больше 6 лет и вообще никаких там изменений я в нем не заметил. Вот этот уже помоложе, устойчивый, и он такой более как-то тянется. Вот, в общем, я докупил еще такой рулон. Это у меня остаток. Я накрыл все кусты, которые мне надо было. Значит, так как у меня виноградник молоденький, где-то хватило небольших обрезков. Полностью не пришлось шпалеру, например, даже здесь не пришлось полностью шпалеру укладывать. Поэтому 2-метрового здесь хватило, 2-метрового здесь на 2 куста. Внахлёстик, они коротенькие побежики, поэтому здесь, в принципе, пока так. В следующем году еще буду дорезать и доделывать. В общем, отмучились. Друзья, у меня есть второй канал, там еще нет 1000 подписчиков. Давайте немножечко ему поможем подрасти, потому что пока не будет 1000, YouTube не дает продвижения, не дает показы. Кому не влом, подписывайтесь, ссылка в описании под видео. В прошлом году вот этот ряд точно так же укрывал. Сейчас это уже повзрослее стали кусты, у них уже побеги подлиннее, поэтому тут уже по всей длине у меня все укрылось. Так что смотрите, ребятки, укрывать дарнитом, не укрывать, или как он еще называется, геотекстиль, нетканый иглопробивной. О, вымолвил. В общем, смотрите, меня устраивает. Единственное, что в этом году я немножко не угадал с погодой. Ну, честно говоря, все не угадали, потому что у многих, я знаю, в общем, до последнего лист был, а потом резко выпал снег, и многие даже до сих пор не успели обрезать свой виноградник. Так что в каком-то смысле мне еще даже повезло. Потому что я все-таки успел обрезать все это перед снегопадом. И только уже тут под снег начал укрывать. Я бы еще, наверное, подержал бы, может быть, не укрывал. Потому что у нас в ноябре обычно выпадет снег и тает. Но я посмотрел погоду. Ой, погодка там что-то вообще какая-то ужасная. Ну, для ноября и декабря не свойственная для нас. Потому что у нас обычно около 0 до Нового года держится. На Новый год у нас даже снега бывает. Бывает, что и не бывает. Вот, как-то так. Я уже раньше показывал все эти укрытия, но у меня прибавилось подписчиков, поэтому многие не видели. YouTube может и не повторить все эти видосы, искать довольно долго и нудно. В общем, чтобы с крыши не падало вот здесь, у меня такие еще щиты, потому что они ломают рукава. Уже не один раз такое было. Я каждый год теперь такие стелю щиты поверх дарнита. Вообще, красота неописуемая, как видите. Шикарно. В общем, вот так это все выглядит. Ну, давайте с торца покажу. Вот. Пленки никакие я сверху не накрываю, хотя многие накрывают. Я этого не делаю. И, в принципе, у меня зимой все хорошо. Ну вот, там снег есть, он потом потает, ничего страшного абсолютно.
Я уже не стал веником там сгребать. Можно было и веничком возвращаться, но как-то погода очень сопливая, если честно. Так что я рад, что хоть это успел сделать. Сын помог, ему большое спасибо. Один бы я это еще в 2 раза дольше бы все укрывал. Ну, полюбуемся на природку. Все укрыто по нижней проволоке. Все по нижней. Вот так все это приткнуто. Там есть воздух. Не касается лозы. Ну, даже если будет касаться, это не смертельно. Вот здесь я даже раскапывать не стал особо. Вот смотрите, здесь у меня лапник. Здесь буквально на 3 почки обрезанные побеги. Поэтому, ну, можно было укрыть. Но смысла особо нет. Под лапником хорошо зимует, поэтому решил уже так и оставить, не трогать. Здесь то же самое. Ну, там здесь щитами, там выглядит примерно так. В общем, смотрите. В общем, идет тепло от земли. Создается некий микроклимат. Я торцы даже не закрываю. Здесь снегом все закидает. Тут будет, ну, в общем, все будет прикрыто. Будет уже какой-то естественным путем все перезимовывать. Первое мое укрытие, я их разрезал. Вот смотрите, у меня здесь такие полоски. Я их скреплял вот такими, ну, прищепами, можно сказать, канцелярскими, да. Честно говоря, не очень удобно все-таки. Более стрёмно это все. Просто через проволоку перекинуть будет удобнее. Ну, потом вот на стыках здесь, ну, где-то разрез сделал. Ну, даже если туда снег попадет, ничего страшного. В общем, в последнее время я уже просто вот так перекидываю. Гораздо быстрее и удобнее получается. Главное подписывать, чтобы потом было удобно искать. Но, если честно, на некоторых надписи уже постирались. Поэтому тут уже наугад делал. Вот здесь надпись сохранилась. Она более-менее свеженькая. В общем, на все про все у меня ушло 2 часа. Ну, у нас вдвоем с сыном. Если бы я это все делал один, ну, я думаю, часа 4 я на это потратил бы. Так что, ну все, красота. Теперь как медведь в берлогу. Будет зимняя спячка. Так что, ребятки, все. На этом ухожу полностью в зиму. Всем удачи, пока. Но видосы на этом еще не закончились. Все еще будет. У меня для вас еще есть некоторые заготовочки. Все, пока.